Мы упорно ищем следы жизни на далеких экзопланетах и потому устремляем свой взгляд далеко за пределы Солнечной системы, в космическую бездну. Однако еще несколько веков назад был обнаружен уникальный мир, расположенный относительно недалеко от нас. В его атмосфере плывут облака и проливаются дожди, а по поверхности текут обильные реки, собираясь в озера и моря. Тем не менее, условия на этом удивительном небесном теле смертоносны, а его поверхность скована невероятным холодом. Так что же на самом деле происходит на Титане? Космо. Первый космический. Титан расположен примерно в 10 астрономических единицах от Солнца и находится вне зоны обитаемости нашего светила. Он является крупнейшим спутником Сатурна. Причем орбита его лежит далеко за пределами грандиозных колец, на расстоянии около 1 миллиона 200 тысяч километров от центра планеты. Траектория движения небесного тела близка к круговой, а полный оборот вокруг газового гиганта занимает чуть менее 16 земных суток. Диаметр Титана составляет 5152 километра, что на 5,6% больше, чем у Меркурия. При этом масса небесного тела сравнительно невелика. Всего лишь 1,35 на 10 в 23 степени килограммов, что соответствует приблизительно 40% от меркурианской. Расчеты показывают, что средняя плотность спутника примерно втрое меньше земной, а значит, он имеет совершенно иной химический состав. Согласно современным представлениям, в центре Титана расположено массивное ядро диаметром около 3400 километров, состоящее из разнообразных соединений кремния. Его окружает толстый слой плотно спрессованного льда, который служит дном для холодного жидкого океана глубиной в сотни километров. В свою очередь, океан содержит большое количество растворенного аммиака, метана и различных едких солей, из-за чего точка его замерзания заметно ниже, чем у обычной воды. По этой причине подповерхностный океан Титана остается жидким даже при отрицательных температурах. Его сковывает мощная кора толщиной порядка 100 километров, состоящая из смеси водяного льда и гидрата метана. Воздействие приливных сил близкого Сатурна постоянно деформирует ее, вызывая масштабные разрывы и трещины. Это приводит к формированию крупных криовулканов, выбрасывающих на поверхность небесного тела большое количество метана, аммиака и воды. Метан играет в атмосфере Титана примерно ту же роль, что и водяной пар на Земле. Дело в том, что средняя температура поверхности спутника составляет всего лишь 94 Кельвина или минус 179 градусов Цельсия, что немного ниже точки его кипения. Естественные колебания данного параметра приводят к тому, что углеводородные пары конденсируются и выпадают дождем, формируя метановые моря, озера и реки. В основном атмосфера Титана состоит из азота, который занимает примерно 98,4% ее объема. На долю же метана приходится около 1,6%. Благодаря экстремально низкой температуре газовая оболочка спутника остается сконденсированной возле его поверхности, а ее давление в 1,5 раза превышает земной показатель. Большая часть поверхности небесного тела постоянно скрыта от наших глаз многослойными облаками и оранжево-желтой талиновой дымкой. Это уникальное погодное явление представляет собой туман, состоящий из мельчайших капель жидкого метана и растворенных в нем органических веществ, которые как раз и являются причиной характерной окраски. Наблюдаемая дымка стелется над поверхностью Титана, поглощая и рассеивая видимый свет. Но
пропуская инфракрасные лучи. Эта особенность приводит к необычному антипарниковому эффекту, благодаря которому поверхность спутника дополнительно охлаждается примерно на 10 градусов. Данный эффект затрудняет исследование Титана, однако благодаря инфракрасным камерам орбитального аппарата Кассини в начале этого века все же удалось составить его частичную карту. Конечно, ее точность не так высока, как хотелось бы, однако даже этого достаточно, чтобы заметить самые яркие особенности поверхности небесного тела. Облик крупнейшего спутника Сатурна изобилует контрастными пятнами. Некоторые из них отражают большую часть падающего на них света, другие же имеют относительно темную окраску. Одна из подобных областей расположена немного южнее экватора и носит название Ацтлан. Здесь расположена одна из высочайших гор Титана – Арадруин, что возвышается над окружающими равнинами примерно на 1,5 километра. Диаметр же всей горы достигает 60 километров. Ее вершины представляют собой кратеры, а склоны имеют относительно свежие следы движения бурных потоков. Эти факты могут свидетельствовать о том, что Арадруин является действующим криовулканом. К северо-востоку от него простирается самая глубокая низменность Титана, получившая название Паттера-Сотра. Она представляет собой гигантский провал протяженностью около 30 километров, дно которого расположено примерно на 2 километра ниже прилегающих равнин. Предполагается, что Паттера является жерлом огромного криовулкана и входит в состав единой тектонической структуры наряду с возвышающимся поблизости Арадруином. Также к северу от горы протянулся грандиозный поток Махини, представляющий собой обширную область, покрытую выбросами Арадруина. Протяженность данной территории составляет около 180 километров, а ширина меняется от 15 километров в южной части до 60 километров в северной, где потоки застывшего вещества сменяются просторными полями песчаных дюн, состоящих из смеси замерзшего метана и водяного льда. Наш полет продолжится над темной местностью Фенсал. В ее северо-западной части расположен самый крупный ударный кратер небесного тела – Менрва. Его диаметр достигает 440 километров, что примерно в 3 раза больше, чем у любого другого кратера Титана. При этом глубина впадины составляет порядка 200 метров, а высота гористого кольца, окружающего ее, не превышает 500 метров. Дело в том, что Менрва, согласно исследованиям, является не только самым крупным, но и самым древним сохранившимся кратером Титана. Его возраст, по разным оценкам, лежит в пределах от 300 миллионов до 1,2 миллиарда лет. Эрозия и тектонические процессы сильно повредили кратер, и лишь благодаря грандиозным размерам он все еще остается заметным. Менрва имеет четко выраженную внутреннюю структуру. В самом его центре расположена небольшая плоская равнина, окруженная кольцом холмов. Данный регион общим диаметром около 200 километров имеет светлую окраску и хорошо виден из космоса. Его окружает так называемый ров – полоса темных равнин шириной порядка 50 километров. И лишь после этого начинается кольцо невысоких гор, формирующих внешнюю границу кратера. Наш дальнейший путь лежит на юг. Здесь расположена одна из наиболее впечатляющих и загадочных форм рельефа Титана – дуга Хатея. Она является уникальным образованием во всей Солнечной системе и представляет собой светлую область дугообразной формы протяженностью около 600 километров. Радиолокационные данные от Кассини показывают, что дуга Хатея является естественной границей между скалистыми горами на юго-востоке и широкой долиной на северо-западе.
Также примечательно то, что некоторые участки этой местности время от времени меняют свою окраску. Предполагается, что это явление связано с извержениями криовулканов, выбросы которых покрывают поверхность спутника тонким слоем, а затем стекают в ближайшую долину или испаряются в атмосферу. Из космоса хорошо видны светлые каналы, похожие на русла рек, которые спускаются с гор региона Хатея на северо-запад. В этом направлении находится местность под названием Ксанаду, которая представляет собой обширную низменность с сильно пересеченным рельефом. Ее северо-западной границей служат горы Митрим, представляющие собой 3 параллельных хребта длиной около 150 километров и средней высотой 1,9 километра. Среди вершин южной горной цепи расположен и высочайший пик Титана, высота которого достигает 3337 метров. Если встать на его вершину и посмотреть на запад, то перед нами раскинется просторная темная низменность протяженностью в несколько сотен километров. Она носит название Шангри-Ла, и считается, что раньше все это пространство было затоплено жидким метаном. Предполагается, что он мог сохраниться под верхним слоем грунта, подобно подземным водам Земли. Большая часть данного региона находится ниже среднего уровня высот и имеет сравнительно плоский рельеф, однако в некоторых местах можно увидеть более светлые возвышенности. В прошлом они могли быть островами посреди углеводородного моря. К западу от Шангри-Ла расположена светлая возвышенность Адери, хорошо заметная среди окружающих ее темных регионов. Протяженность данной области достигает 2500 километров, а ее поверхность пронизана множеством дренажных каналов и пещер, отчетливо видимых на фотографиях. Считается, что они были проложены обильными потоками жидких углеводородов. К западу от Адери расположена обширная темная низменность Белет, а на востоке, недалеко от границы с Шангри-Ла, находится место посадки Гюйгенса, единственного на настоящий момент аппарата, который смог коснуться поверхности объекта внешней Солнечной системы. Спускаемый зонд был частью научной программы под названием Кассини-Гюйгенс. Вместе с автоматической исследовательской станцией Кассини он покинул Землю в 1997 году, после чего 7 лет провел в межпланетном пространстве. Лишь в 2004 году аппарат вышел на орбиту Сатурна, а в начале 2005-го Гюйгенс достиг Титана и погрузился в его атмосферу навстречу новым открытиям. Кассини же остался на орбите газового гиганта, чтобы выполнить свою часть исследовательской программы, а также служить ретранслятором для спускаемого аппарата. Зонд провел в атмосфере чуть менее 2,5 часов, постепенно сбрасывая скорость с помощью сложной системы парашютов. В итоге, к моменту контакта с поверхностью его скорость составляла 4,4 метра в секунду. Аппарат успешно выдержал мгновенную 15-кратную перегрузку и вскоре начал сбор информации. Гюйгенс был оборудован целым комплексом научных приборов, большая часть которых предназначалась для разностороннего изучения газовой оболочки спутника. С их помощью аппарат измерил силу и направление воздушных потоков, а также электропроводность, температуру и состав атмосферы. Кроме того, зонд вел фотосъемку и аудиозапись, а после посадки исследовал состав и свойства грунта. Первым, что увидели камеры аппарата после контакта с поверхностью, стала плоская равнина, усеянная округлыми камнями разных размеров, форма которых явно указывала на воздействие мощных потоков жидкости. Также был произведен анализ поверхности, для чего специальный бур углубился в грунт на 15 сантиметров, а многочисленные датчики измерили его плотность, строение и состав. Оказалось, что тонкий слой из мелкой округлой гальки лежал на относительно мягкой, но плотной подложке, похожей по консистенции на влажный песок или плотный снег.
При этом в процессе бурения из нее выделялся газообразный метан. Предполагается, что грунт в точке посадки Гюйгенса представлял собой подобие морского песка, пропитанного жидкими углеводородами. В общей сложности зонд передал на Землю около 500 мегабайт информации, в том числе 350 фотографий. В ходе дальнейшего тщательного анализа были обнаружены несколько уникальных особенностей небесного тела, связанных с его атмосферой. Например, оказалось, что на высоте около 80 километров расположен слой практически полного штиля, как бы разделяющий газовую оболочку Титана на две части. Сюда не попадают ни воздушные течения верхних слоев атмосферы, ни поверхностные ветра. Что стало причиной подобного явления, пока неизвестно. Другой особенностью оказалось то, что Титан обладает двумя ионосферами. Первая из них расположена на высоте около 1200 километров и представляет собой слой повышенной электропроводности с большой концентрацией ионизированных частиц. Известно, что ее формируют потоки звездного ветра и космической радиации. Вторая же ионосфера лежит гораздо ниже, на высоте около 60 километров, и причина ее образования пока что служит предметом дискуссий. Двигаясь на северо-запад от области Адири, мы достигнем крупнейшего углеводородного водоема Титана – моря Кракена. Его общая площадь достигает 400 тысяч квадратных километров, что немного меньше площади Черного моря. Из-за высокой вязкости жидкоуглеводородной смеси измерить точную глубину водоема пока не удалось. Известно лишь, что на большей части акватории она превышает 200 метров. Немного севернее, практически у самого полюса Титана, расположен другой крупный естественный бассейн – море Лигеи. Его диаметр достигает 500 километров, а площадь составляет порядка 100 тысяч квадратных километров, что примерно втрое больше озера Байкал. Между собой моря соединяются узким и длинным проливом Тревайза, длина которого достигает 173 километров. Также в приполярной области расположено множество более мелких озер и лагун, наполненных жидким метаном. В 2014 году при анализе полученных ранее снимков аппарата Кассини на поверхности моря Лигеи был обнаружен крупный яркий объект. Сравнение фотографий, сделанных в разное время, показало, что в течение нескольких месяцев его диаметр вырос до 260 километров, а затем загадочный объект практически мгновенно исчез без следа. Для объяснения происходящего было высказано несколько гипотез. Согласно одной из них, температурные перепады приводят к постоянному перемешиванию слоев жидкоуглеводородной смеси в море Лигеи. Из-за этого в глубинах водоема выделяются пузырьки азота, которые поднимаются на поверхность и образуют крупные скопления стойкой блестящей пены. Благодаря высокой вязкости углеводородов подобные пузыри могут достигать 4,5 см в диаметре и оставаться стабильными в течение нескольких месяцев. Из космоса эти структуры похожи на крупные острова, так как хорошо отражают инфракрасное излучение. Подобные пузыри могли бы стать существенным затруднением для работы погружаемого аппарата, который планировалось запустить к Титану еще в 2010 году. Однако по ряду причин миссия была отложена на неопределенный срок. Более высокий приоритет получила программа Dragonfly, разработкой которой сейчас занимается НАСА. В настоящее время аппарат находится на стадии проектирования, и совсем недавно он успешно прошел ключевые испытания лопастей. Запуск же за пределы Земли запланирован на 2027 год. Согласно замыслу создателей, Dragonfly будет представлять собой октокоптер – летательный аппарат с 4 спаренными винтами. Такая конструкция позволит ему держаться в воздухе даже при потере нескольких лопастей, в отличие от своего предшественника – марсианского вертолета Ingenuity. В качестве источника энергии планируется использовать радиоизотопный термогенератор, мощность которого позволит аппарату подниматься на высоту до 4 километров
и перемещаться со скоростью около 36 км в час. Научные возможности зонда также впечатляют. Он будет оснащен универсальной камерой, которая способна создавать как панорамные фотографии окружающего рельефа, так и макроснимки грунта. В то же время масс-спектрометр позволит определить химический состав атмосферных проб и внутреннюю структуру горных пород. Возможно, данные Dragonfly помогут нам прояснить крайне важный вопрос: есть ли у нас шанс встретить хотя бы примитивную жизнь? Возможность существования жизни на Титане остается предметом жарких дискуссий. С одной стороны, экстремально низкая температура поверхности, наличие в атмосфере чрезвычайно токсичной синильной кислоты и отсутствие жидкой воды, скорее всего, исключают наличие биологической жизни в привычной нам форме. С другой стороны, атмосфера Титана демонстрирует невероятное разнообразие органических соединений. В том числе на его поверхности могут естественным образом синтезироваться азотистые основания и аминокислоты, являющиеся строительными элементами для белков, РНК и ДНК. Также известно, что жидкий метан может служить растворителем и потенциально выполнять роль воды в биохимических реакциях. Кроме того, эксперименты показывают, что при определенных условиях смесь жидких углеводородов с фосфином формирует среду, подобную первичному бульону ранней Земли. А значит, есть вероятность встретить на поверхности спутника совершенно экзотические формы жизни. Титан — это уникальный мир, удивительный и загадочный. На его поверхности веют ветра, проливаются дожди и текут реки, так похожие на земные. И в то же время совсем иные. Возможно, Вселенная гораздо многограннее, чем мы можем себе представить, а жизнь не ограничена привычными для нас формами. Могло ли то, что мы так долго искали среди триллионов окружающих нас планет, оказаться совсем рядом?